Приветствую вас на канале. Итак, ну что, рынок у нас мурыжит. Как и предполагалось, то, что у нас буквально конец мая и начало июня, по всей видимости, будет коррекционное движение на рынке, потому как у нас будут формировать фитиль месячной свечи. А если он формируется, то это только снижение или какая-то коррекция, или боковой флэт. Больше ничего интересного здесь ты в принципе не увидишь. Альткоины у нас тоже за битком остановились, роста нету никакого абсолютно. И пока нету никакого абсолютно роста, хочу вам порекомендовать какой-то интересный телеграм-канал, который можно почитать для общего развития. Есть у нас такой вот канал 2 трейдер называется. Здесь есть разные посты, точки входа, точки выхода, открытый комментарий. Можно, конечно же, почитать. Также я вижу, что в данном канале проходит сейчас на данный момент акция, потому как в данном канале я состою. У нас здесь есть акция и можно забрать $1390. Чтобы забрать $1390, нужно подписаться на 4 канала. Такую вот акцию он у нас проводит. Ну, вот такое. Можно подписаться, можно будет потом отписаться, понаблюдать. Это просто-напросто реклама. Но, в принципе, канал вроде бы неплохой. Здесь можно пообщаться с людьми, можно узнать их мнение, будет ли раньше рынок расти или позже будет рынок расти. И вообще, пришел ли рынок уже в свое завершение. 85 тысяч подписчиков на канале, имейте в виду. Итак, кому интересно данный телеграм-канал, будет в первом комментарии под видео. Также хочу выявить огромную благодарность тем людям, которые смотрят мой канал, комментируют видео, ставят лайки, делают репосты, подписываются на канал, и тем людям, которые иногда донатят. Если бы не было бы вас, не было бы моего канала. Я бы тогда не снимал бы видео, потому как я снимаю в основном для вас. Итак, ну что, давайте мы посмотрим, что у нас творится на рынке. И как всегда мы начнем издалека, а именно из самого битка. Давайте посмотрим мы, что у нас творится на самом битке. В принципе, это когда-то мы очень давно с вами ванговали летом 2024 года. То, что у нас здесь есть такой вот паттерн. Чашка с ручкой, и он у нас в принципе отрабатывает. Тело самой ручки мы уже забрали. Еще осталось у нас тело самой чашки. Заберем ли мы это тело чашки, никто, конечно же, не знает, но мы можем прикинуть, куда у нас может пойти биток, если мы будем полагаться на данный паттерн. Но здесь, конечно же, очень огромная сумма. Здесь получается $270 тысяч. Но я думаю, что аж на $270 тысяч мы туда не улетим. Ну, где-то, наверное, биток остановится 150-170. Это было бы в идеале. Но не нужно забывать то, что мы можем уже, конечно же, здесь отрисовать вершину по биткоину, и дальше будет только медвежка. Правда, на такой высокой доминации очень мало верится в медвежку, потому как у нас никогда не было по истории, чтобы мы на такой высокой доминации и шли на медвежку. Также у нас на прошлой неделе, а это, если быть поточнее, на мои именины засветился Hash Ribbons сигнал. Вот мы видим Hash Ribbons. 19 мая на недельке здесь показывает. И это говорит о том, что у нас будет здесь, по всей видимости, какое-то коррекционное движение на 10%, максимум 15%. И дальше будет отрабатывать данный индикатор. Только в лонговую сторону. И здесь у нас, в принципе, не только сам сигнал засветился, но и была капитуляция. Вот у нас есть небольшая капитуляция. Итак, интересный момент. Хочу с вами поделиться некоторыми наблюдениями. Давайте мы откроем месячный график. Месячный график мы откроем. Можем это все, в принципе, здесь немножко удалить, чтобы у нас здесь было все почищено. Это мы тоже можем удалить. Вот. И вот это вот мы тоже можем удалить. Также мы с вами рассматривали DXY, это у нас индекс доллара. На данный момент он начал валиться, особенно на этой неделе. Вот у нас уже идет откат и отрабатывает здесь вот медвежий флаг. Мы с вами его рассматривали очень давно, еще буквально в апреле. И я вам говорил то, что здесь начинает рисовать медвежий флаг. Я его, в принципе, здесь вот
локальный такой небольшой паттерн рассмотрел, то что здесь, по всей видимости, будет медвежий флаг. Вот он у нас и отрабатывает. Идеально было бы увидеть DXY в диапазоне 96 пунктов. Если DXY у нас падает, значит у нас будет в дальнейшем, конечно же, рост высокорисковых активов. Первый из высокорисковых активов это у нас биткоин, криптовалюта. Ну и все остальное, конечно же, за битком тоже надеемся, что будет у нас расти. Также давайте-ка мы посмотрим, что у нас творится здесь на медвежке, на месячном. Ой, я не могу, меня просто так заложило, что это просто капец какой-то. Что это за погода? Постоянно дубарь, холодно, я просто в шоке. Я был на югах, там 30 градусов тепла, хоть бери туда, переезжай жить. Итак, DXY мы с вами рассматривали. DXY пришел, отработал имбаланс, который у нас здесь был. Это у нас начало движения на медвежку DXY. И, конечно же, начало разворота битка. Также DXY очень четко показывает движение битка. Сейчас здесь у нас... О, уже дождь. Ой, боже мой. Сейчас здесь у нас сформировали падение DXY. Это говорит о том, что у нас будет движение на битке. На месяце мы видим то, что у нас есть 2 месяца роста на DXY, 2 месяца падения. И в принципе, мы можем предположить, что у нас 1, 2, 3 месяца еще должно быть роста по биткоину. Ну, здесь различить разворот очень тяжело. Может быть такое, что у нас на DXY вот эти вот 2 месяца. То мы можем предположить, что еще остается 2 месяца. Это у нас как раз закрытие мая. Будет тоже здесь красный месяц. И, конечно же, апрель. Вот. Дальше. Здесь у нас было 3 месяца зеленых. Давайте мы посмотрим на битке. А у нас здесь получается 1, 2. Ну, здесь 2 месяца красных. Также был здесь небольшой месяц зеленый на битке. В общей сложности 4 месяца. 4 месяца красных, а на DXY у нас здесь получается 1, 2, 3, ну, в принципе, да, с разворотной свечой, то было здесь 4 месяца у нас нисходящего движения. Также на вот этой вот вершине 1, 2, 3, 4, 4 месяца, это у нас как раз октябрь 2022 года. И что у нас было на биткоине? Что у нас было на биткоине? 1 месяц коррекции, 2, 3. Ну и здесь остановились, в принципе. Тоже у нас здесь было восходящее движение. Также, если мы посмотрим историю, 21 год, 21-22 год. Это у нас медвежка и бычка. Бычка, август 2020 года. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 месяцев отработка медвежьего флага. 8 месяцев восходящего движения. И здесь у нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, ну с учетом вот этих вот коррекционных месяцев, тоже примерно 8 месяцев лонгового движения. Что у нас сейчас получается? У нас сейчас здесь получается 1, 2, 3, 4, 5. 5 месяцев, по всей видимости, должны быть лонговые по биткоину. 5 месяцев должны быть лонговые по биткоину. Из этих 5 месяцев мы уже отработали 2 месяца. И в принципе, еще в запасе у нас получается 3 месяца. А это может быть такое, что совпадает у нас с цикличностью на крипторынке. И пик бычьего рынка может быть поставлен как раз конец августа 2025 года, начало сентября 2025 года. Так как у нас альт-сезон длится от 3 до 6 месяцев, то пик бычьего рынка могут затянуть вплоть до ноября 2025 года. Также давайте почитаем комментарии, может кто-то что-то интересное напишет. Что мы здесь видим? Я, конечно же, все комментарии читаю, лайкаю. Так, блин, ну хоть сейчас закуплюсь на Мекс. Ну, пожалуйста, покупай. Так. Из острова Врангеля. Пламенный привет из острова Врангеля. Ничего себе, давайте мы посмотрим. Я смотрел, смотрите, остров Врангеля, да? Кто смотрит мой канал? Вот я примерно вот здесь вот нахожусь. Остров Врангеля.
Это капец, просто капец. Здесь, ну, порядка 12 тысяч километров от меня. Довольно-таки неплохо, неплохо, конечно же. Остров Врангеля. Заповедник. Да, довольно-таки распространенно смотрят мой канал во всем мире. По всей видимости, во всем мире, может быть, даже и в Австралии. Кто, конечно же, с какой страны смотрит мой канал, пишите в комментариях под видео. Будет интересно посмотреть, вот так вот открыть карту даже там, если даже кто-то смотрит меня из страны Сомали, даже вот так вот открыть острову, ну, открыть карту и посмотреть там Сомали, там Магадоши. Может, кто-то смотрит меня с города Магадоши. Довольно-таки неплохой город. Здесь у нас очень тепло. И, конечно же, на море отлично здесь было бы покупаться. Не так, как у меня Дубарина, самая натуральная. Итак, дальше. Давайте-ка мы посмотрим, что по Старкнету. Давайте посмотрим Старкнет. Я здесь пересмотрел разные комментарии. Мало кто сейчас интересуется вообще альткоинами. Никто за альту ничего не спрашивает. Так, открой график М2. Давайте посмотрим. Starknet, М2. М2. Интересная здесь информация. 22 триллиона долларов у нас М2 растет. Мы видим на месячном то, что здесь все идет в рост. Но фишка в том, что нам не дают полную информацию. Последний раз здесь обновлялась информация только 1 марта 2025 года. Все. Новой информации мы здесь не видим. Но судя по такому вот графику, здесь направление у нас, по всей видимости, лонговое. И М2 у нас растет, пошел М2 на свой перехай. Также биток растет за М2, но только нам одно не нравится, то что доминация биткоина очень высокая и, конечно же, не растут альткоины. В этом цикле очень сложно. Вот. И здесь был сигнал август 2024 года. Здесь был лонговый сигнал, и он у нас, в принципе, отрабатывает. Посмотрим, понаблюдаем. По поводу графика М2 у нас, в принципе, нету полностью, нету никакой здесь информации новой. Ничего здесь у нас не обновляется. Последнее время я очень длительный период времени наблюдал за этим М2, и здесь нету никаких обновлений у нас на графике. Скрывают они эту информацию, манипуляторы, по всей видимости, скрывают. И все, в принципе, на этом у нас информация заканчивается буквально 1 марта. Давайте также посмотрим Starknet. Для начала сделаем беглый обзор по поводу монет, которые находятся в аккумуляции. У нас монетка P, Trump, VIF в аккумуляции. Вчера было небольшое движение по VIF. Так, Kiato, MEV, Safi, Zero у нас в аккумуляции. Neiro в аккумуляции. Neiro у меня есть. Надеемся, что сделает какие-то иксы. GMT в аккумуляции. Надеемся, что будет движение. Боме. Нет у меня такой монетки. Xai тоже есть. Binance мне раздавал. Cetus у нас в аккумуляции. Там у нас был взлом протокола. Вывели оттуда несколько миллионов монет. Ну как монет. Ликвидности вывели на миллионы долларов. А если быть поточнее, там 100 или 200 миллионов вывели. Кто знает полную информацию, пишите в комментариях под видео. Ну, в принципе, здесь уже такие пошли мелко капает. Также Ledis у меня есть в портфеле, она тоже находится в аккумуляции. Mbox в аккумуляции, у меня его нету. Но такие мелко капы пошли у нас здесь, менее знаменитые. Давайте-ка мы посмотрим Starknet. Биток 108, у нас есть сигнал Hash Ribbons. Нам желательно закрыть эту недельку, которая вот будет очень положительно, для того, чтобы закрепился сигнал на Hash Ribbons. Конечно же, может будет откат небольшой, у нас осталось еще недолго, 4 дня буквально до 4 дня до завершения месяца. Эфириум 2500, XRP, Dogecoin, Huobi и Starknet у нас где-то здесь вот есть в самом низу. Starknet 15 центов. На данный момент видно то, что в Starknet уже на первом месте стоит Виталик Бутерин в инвестициях. Если мы откроем инвестиции, посмотрим то, что Виталик Бутерин на первом месте. По всей видимости, он вливает бабло сюда, в этот проект, даже на данной фазе. Multicoin Capital, Sequoia Capital, Paradigm, Polychain Capital, Pantera Capital. У нас здесь есть
Coinbase Ventures тоже, очень большое количество Alameda Research, инвесторов в данном проекте. Ну и, конечно же, я неоднократно говорил, может быть такое, что мы в этом цикле даже не увидим никакого движения по Старкнету, а увидим только в следующем цикле, как это с монетой ОМ. Тогда монета ОМ в 2021 году выходила на хаях рынка и ничего не показала, начала укатываться. Вот, по вестингу, что у нас здесь по вестингу? Здесь все разблокировано, здесь у нас 657 дней. Здесь 657 дней. Вы себе представьте, это еще нужно 2 года разблокировать токены, выкинуть их в стакан, чтобы их кто-то откупил, если там есть кит, чтобы он их откупил, и только потом у нас будет какое-то движение. Капитализация 487 миллионов долларов. У меня, в принципе, Starknet есть, я его был когда-то покупал, и на данный момент прекратил делать какие-то покупки. Потому как если он будет стрелять только в 2029 году, то мы уйдем вот сюда вот. Это где-то в диапазон 2-1 цента. И капитализация по данному проекту у нас, конечно же, позволяет такое движение сделать. Если мы посмотрим на капитализацию, то у нас еще 488 миллионов долларов. Минимум даже можно здесь сделать минус 5 иксов. Это 100 миллионов капа, да, вот так, 100 миллионов капитализация, это минус примерно 5 иксов. А минус 5 иксов, это у нас будет цена где-то примерно, ну вот смотрите, 23 цента. И здесь вот у нас будет 568% роста. Вот, мы можем прийти в вот этот вот блок, вот сюда вот. Вот этот вот блок мы можем прийти. Сейчас, конечно же, многие скажут, ты переобулся, типа, ожидай Starknet вот здесь вот ниже. Нет, я ничего не ожидаю, я просто смотрю реально. Я неоднократно говорил то, что я покупаю актив один раз, второй раз я усредняю, третий, четвертый, максимум все. 4 раза усреднил. И на этом ты закончил все это дело делать. Потому как ты просто-напросто засаживаешься в падающий актив. И все больше и больше денег ты туда вносишь. И в дальнейшем, как только актив отрисует какой-то боковик, ты просто-напросто уже его не будешь покупать. А тебе нужно наоборот его покупать вот здесь вот на этом вот боковике. Если он здесь вот будет отрисовываться. Также он может и вот здесь вот отрисовываться. Само собой. Актив купленный, и если он будет действительно делать какие-то там иксы, ну 5, 10, 20 иксов, мы этого не знаем, то, допустим, у меня просадка по нему там 50%, да, вот у нас там просадка 50 там, процентов, пускай там 50, 65, вот, это в принципе вроде бы как и небольшая просадка. То с текущих, если актив и будет расти, вот, допустим, вот сюда вот там на, ну, к примеру, возьмем там на 10 иксов, да, стандартный рост, вот, то я смогу заработать на нем как минимум, ну, примерно 5 иксов. С моей точки входа это будет примерно 5 иксов. Но я не буду максимально засаженным в этот актив. Выделил, допустим, там 100 долларов, к примеру. Купил, все. А если это ракпул, и он дальше пойдет на обнуление, и тут у нас он начнет падать сюда вот, а тут выпустят новости, что его будут делистить с разных бирж, и все. А ты кучу денег в него засадил. Вот что за что я веду, что не нужно засаживать большое количество бабла. Ну, прикупил там на сотку, на 2, на 3, там усреднил, все, 300 долларов выделил. Будет рост, будет. Нет, нет, и все. В принципе, что? Starknet у нас на месячном графике показывает первый месяц зеленый. Раз, два, три, 4, 5 месяцев у нас было падение по Starknet. Если мы посмотрим на дневке и хотя бы посмотрим, что у нас на данном индикаторе, то у нас здесь, в принципе, был сигнал на продажу. И, по всей видимости, локально можно было бы здесь бы и подобрать Starknet. Если у нас на недельке, что у нас на недельке? У нас был сигнал на покупку и все. Тренд у нас, по всей видимости, здесь потихоньку начинает разворачиваться. Но я, в принципе, предполагаю, что нам нужно здесь вот отрисовать боковичок. Боковик с выносом, с набором лонгистов, потом выносов лонгистов. Только после вот этих вот сквизов вниз можно думать, что мы куда-то там пойдем в диапазон 1 доллар. Боковика у нас здесь нету еще. Мы только закончили свое снижение буквально 7 апреля. Вот что. И проект этот молодой. Так что здесь особо, ну, сейчас, я думаю, навряд ли
мы здесь быстро увидим какое-то разворотное движение. Здесь только видно то, что были максимальные продажи. Это у нас желтые такие вот блоки, свечи. Здесь были максимальные все продажи. Это говорит о том, что у нас вышел данный проект с максимальной капитализацией 2 миллиарда долларов. И 10% примерно, вот если мы посмотрим, у нас здесь инвестиций, ну, нету какое количество иксов. Ну, проинвестировали, смотрите, 12 миллионов, 30, 75, 50, 109. Ну, уже даже здесь невооруженным глазом видно, что примерно здесь проинвестировали 300 миллионов долларов в данный проект. И капитализация 2 миллиарда долларов, это примерно 10 иксов. 10 иксов капитализация. Можно вздернуть цену на листинге и продавать, разгружаться уже с большой прибылью в Старкнете. И вот 10% тех монет у инвесторов, которые были изначально на руках, буквально хватили им перекрыть вложенные средства и даже заработать. Около 5 иксов, наверное, они заработали. Как минимум, как минимум. В дальнейшем их может даже вполне и не интересовать судьба данного проекта. В дальнейшем судьба проекта зависит только от мамкин мейкера, как я люблю выражаться, мамкин мейкер, и если он будет в дальнейшем выкупать данный инструмент, то он будет его куда-то там тянуть вверх там, или еще куда-то. А здесь видно, что пачками продавали данный инструмент, по стакану лили, все лили, и все, на этом все закончилось. Вот, в принципе, вот так вот. Особо здесь изменений нету. На недельке здесь небольшой боковик. Ну, поддаваться эйфории не нужно, потому как у нас здесь тоже длительный период времени рисовали боковик. Небольшое восходящее движение и слили это все дело вниз. Сейчас у нас Starknet ушел в небытие, он никому не нужен. В принципе, L2 решения я вообще не могу понять, и в этих L2 решений никакого смысла нету, потому как даже если взять сеть BNB, Binance Smart Chain, там неплохо все отрабатывает эфириум в сети BNB. Минимальные комиссии, быстрые переводы, то же самое, что ты, допустим, обертываешь эфириум в Старкнете, хранишь его там или куда-то переводишь, то, блин, то же самое можно и в BNB сделать. И что такое, если скоманет, допустим, Binance, а что такое, если скоманет команда Старкнета? Да все твои, короче, эфириумы там в Старкнете, они все просто посыплятся и тоже соскамятся, ты ничего не сможешь сделать. Но вероятность скама BNB, конечно же, минимальная. И где находится BNB, а где находится Старкнет? Особого применения, ну, я не вижу. Это чисто так была спекуляция, по всей видимости, на данном Старкнете. И инвесторы очень хитро здесь все это дело проработали. Конечно же, люди есть такие, которые L2 покупляли. Ну, даже вот если посмотреть движение у нас эфириума, которое произошло, и движение L2 решения. Да, вот у нас L2 решение. Возьмем с самого донышка, которое у нас было отрисовано. А это у нас там было примерно 9 центов. Мы здесь сходили на 79%. 79%. А что у нас по эфириуму, да? 79%. Открываем цену, свечной график. Открываем недельку. И смотрим, что у нас эфириум показал. С самого дна, смотрите, у нас эфириум показал 100%, практически 100% роста. То такое вот 100% движение эфириума должно показать хотя бы 2-3 икса на L2 решениях. А мы этого не видим. Мы этого не видим. В принципе, ну, ничего хорошего, я думаю, что от этих L2 решений ты не увидишь. В принципе, вот так вот. Укатали они это все знатно, и люди здесь засажены. Очень большое количество людей, особенно с СНГ аудиторией. Так что тут будет конкретное давление на стакан. Ну что, биток у нас 108 тысяч. Я думаю, что на данный момент здесь поддаваться эйфории не нужно. У нас на данный момент будет формирование фитиля. Ну, вот похожая, допустим, ситуация, как было в октябре 2024 года. Потом опять был у нас небольшой откат. Вот мы видим небольшой здесь вот откат. И только с
начала месяца, ну где-то когда неделька одна прошла, была лонговая ситуация здесь по биткоину. Может быть, конечно же, что еще месяц у нас закроется выше, чем 110 тысяч долларов по биткоину, а может уже здесь рост у нас и закончился. В принципе, вот так вот. На месячном у нас нету никаких здесь изменений, на недельке у нас вот есть сигнал. Это очень хорошо. Также у нас здесь был сигнал на покупку. Намного ранее на данном индикаторе. Очень интересный индикатор. В принципе, вот так вот. Ну что, рынок у нас флетит. Это самое негативное состояние рынка. Когда ты смотришь, что вообще ничего не происходит. Буквально, смотрите, 5 месяцев у нас рынок уже стоит в боковике. Хоть и биток вырос, но альткоины просто стоят в боковике. Это у нас январь, февраль, март, апрель, май. 5 месяцев. Также мы можем взять кусок декабря. Это уже 6 месяцев. Ситуация нам напоминает, как это все дело происходило буквально вот здесь вот летом. Вот если мы открываем, ну вот неделька даже, да, вот лето. Март 24 год по сентябрь, октябрь. Аналогичная здесь вот ситуация. Аналогичная ситуация. Как летом 24 года. Только мы тогда там промурыжились 7 месяцев. А сейчас на данный момент мы уже промурыжились, ну, не полных 6 месяцев. Полгода изнурительного боковика. Ничего не работает, никакой теханализ. Все временные интервалы в этом цикле полностью поломлены. Полностью поломлены все временные циклы. Доминация битка у нас не падает. Все, мы стоим. У нас осталось последнее событие, которое должно произойти на этом рынке. Это, конечно же, 520 дней после халвина битка. Если у нас, конечно же, мы ничего не увидим до вот этих вот 520 дней халвина битка, то просто-напросто уже цикличность сломалась, и этот спотовый биткоин ETF у нас все это дело сломал. Даже это было видно, уже были первые намеки, то что здесь что-то неладное на этом рынке, нету полной цикличности и с спотовым биткоин ETF, когда мы до халвинга пошли на перехай. Я еще тогда весной 2024 года тоже снимал видео и удивлялся просто, почему мы ушли на перехай, не глобальный ли это у нас здесь обман присутствует. Но вот спустя год и 3 месяца мы увидели, что действительно всех конкретно накуканили на этом рынке. Осталось 4 месяца, посмотрим, что у нас будет. Я, конечно же, буду вас поддерживать. На данной прекрасной ноте будем, наверное, заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Пишем комментарии, лайки, что вам интересно посмотреть, где вы проживаете, с какой страны вы смотрите мой канал. Было бы тоже интересно посмотреть. Всем пока, до связи и мирного неба.